После Асилана мы решили поехать в более отдаленное и труднодоступное место, на дорогу куда потратили целый день, но поверьте, это того стоило. Дорога на Импилампе начинается вроде бы просто, обычная гравийка, не знаю, пишут последние 1,5 километра будет, как бы оффроад. Мы-то не ездили, первый раз едем, почитали пару отзывов. Ну она, наверное, вот такая и будет, да, получается? Ну да. Что там, как серьезно все, да? Да. Ну, как бы это тут еще хорошо. Ну там вообще начинается, да? Ну, там скалы, да. Ну понятно. Ага. По-моему, начинается. Вот, да, вот тут все пошло, да. Сегодня очень устали с готовкой, поэтому решили приготовить нашу любимую яишенку.
Яичница по-импелампиевски. Вечерело, задул сильный ветер. Мы побыстрее доели свои порции и пошли спать. Озеро Импелампи. Решили прогуляться пешочком, здесь какие-то тропки есть. Они выводят на гору, и потом уже можно до Ладожского озера, другого, уже более большого, непосредственно дойти. И там вроде как закаты красивые, еще что-то. Ну, в общем, идем. Пробираемся лесными тропками, слезаем на гору. Беломошник пошел. Да, беломошничек северный. Мы залезли на гору. Ладогу штормит. У нас на озере все тихо, а на Ладоге прям волны. Какие твои мысли, как ты сюда добрался вообще? Ну и тут типа идет вставка. Да? На самом деле от хорошей дороги идти до озера 6 километров. Поэтому, если вы когда-нибудь будете в Карелии, советую посетить это место, даже на своих двоих, и полазить по близлежащим лесам и горам. Это действительно красиво и занятно. Наверное, есть тропы еще, которые по той стороне идут. И вот приходят именно вот к тем скалам другим уже. Умеешь как индеец кричать? Мох он прям на ветках деревьев груздями висит. Да, собери все равно. Пора идти назад, в лагерь, там кушать, спать, все остальное. Интересно было, что имелось в виду под все остальное. Обошли озеро Импелампи вокруг, и с этого берега видно наш лагерь, автомобиль. Правда, не очень, но все равно видно. В отличие от Ладоги, тут штиль полный. Завтра, возможно, если позволит погода, искупаемся тут обязательно. Чтобы разбудить моего младшего напарника, уходит очень много времени. Обед уже почти готов. Завтрак. А, как видите,
Он еще спит. Стоит ли ехать на озеро Импилампи? Ну, тут плохая дорога. Ну, реально плохая, где-то километра 2, может быть. Ну, конечно, то есть, если у вас есть какой-то такой автомобиль повышенной проходимости, то приехать можно, но лучше это делать в 2 машины. Или хотя бы, чтобы был напарник, который подсказывал, как и где поворачивать. То есть тут опасность представляют так называемые выступы гранита. По бокам дороги часто валяется пластик, то есть обвес ломают. Везде видны шоркания по граниту железа. Ну, вчера тоже шоркнули там попой немного. Примяли порог. У нас силовых нету пока, думаю поставить еще. Ну, в целом как-то приехали без происшествий. Но вот вчера тут Л-200 стоял, он не сильно высокий был, то есть у него подъема не было. И он шоркал очень активно, то есть прям, так скажем, ехал на грани. И они вот на эту террасу не стали спускаться последнюю, потому что не было возможности, там есть выступ один на последней террасе. Ну, в общем, если у вас как бы машина в пластиковом обвесе и не поднята, то, наверное, не рекомендую. Проще пройтись вот эти 1,5 километра пешком, посидеть тут. Ну, хотя это будет немного не то, лагерь вы не поставите. Но там есть, кстати, места для лагеря на Ладоге. То есть вот это озеро, вот там есть перешеек небольшой, и там уже Ладожское озеро. А Импилампи это вот как бы его огрызок, можно сказать. Стоит посетить озеро Импилампи. Да, надо посетить озеро Импилампи раз в жизни. И может быть потом сюда еще ездить. Здесь красиво, Карелия реально чувствуется. Гранитные выступы, с мхом они красиво выглядят. Ладогу вчера штормило, сегодня не знаю, вроде как. Ветер подутих чуть-чуть. Хотели закат посмотреть, но не вышло. Большая туча загородила нам его. Какой-то добрый человек тут сделал столик и скамейки. Спасибо ему. По-честному. В 2 свитерах сижу. Не жарко. Комфортно просто. Хотя светит солнце, но уже не греет. Карелия любит туриста, но туриста с деньгами. А без денег она туриста не очень любит.